Такая цель, она будет демотивировать. Я уже и плакала, я уже и кричала, я уже и ругалась матом на английском. Делаю манифестацию. Это такая специальная медитация. Вот я живу уже больше 40 лет, но удивляться не перестаю. Это больше всего выводит. Ну а в целом классный парень. Чё-то, мне кажется, я запуталась. Что это означает для меня? Это когда у меня нет четких планов на жизнь. И это такое типа состояние, или я не знаю, как это описать, но внутреннее это когда я держу, то есть когда я распутана, или когда мне понятно, куда я иду, то внутренне я держу такой некий фокус на тех задачах более глобальных, которые мне нужно сделать, и долблю их каждый день. Последние, наверное, недели две я ничего не держу в фокусе. Ну, то есть какие-то рутинные штуки, есть подготовка, ну, то есть я что-то делаю, но точно не то, что приведет меня к моей глобальной цели, потому что я ее вообще даже как не вызываю в своей голове или не обращаюсь к ней. То есть вот если меня сейчас спросить, что моя глобальная цель, я не знаю. Хотя вот 2 недели назад, кто меня спросил, я знала. Поэтому очень важно держать вот эту глобальную свою цель или видение будущего. Можно сказать, что это манифестация или визуализация желаемого, куда я хочу прийти. Ну или каждый из нас. Куда я хочу прийти? Я хочу прийти... Хрен пойми куда. Если я не знаю, куда я хочу прийти, я сосредотачиваюсь на своей жизни. На фигуре, на питании, на гимнастике лица. Улучшаю себя как-то. В последнее время все слетело к херам. Я не медитирую ежедневно, не нахаживаю ежедневно 10 тысяч шагов, то есть это где-то порядка 6 километров. То есть я что-то делаю, то есть я делаю как-то хаотично и перестала это тречить. То есть отслеживать, грубо говоря, там, сколько тренировок в неделю я делаю, сколько километров я хожу в день, сколько калорий я ем в день. Сейчас мне сильно проще возвращаться ко всему этому, потому что так или иначе я соблюдаю какой-то порядок или какой-то рацион. Конечно же, почтальон пришел именно в тот короткий период времени, когда мне нужно было отъехать. Хорошо, что Ира была дома. Фух, класс. Конечно, у меня эта рутина, она уже восстанавливается сильно быстрее. Потому что не то, что я совсем отказываюсь и ничего не делаю. Я делаю, но просто я не отслеживаю там какое количество раз, какое количество дней. Галочки не проставляю. Когда я не проставляю эти галочки в программе, то я начинаю сама себя наебать. Ну или мой мозг. И мне кажется, что я делаю, а я там 1 разик пропустила, 2 разик пропустила, типа, ну ничего страшного. Вот, что я еще перестала делать? Ежедневно писать в свой канал. Какое-то время я писала ежедневно, потом 1 раз, ну, думаю, ладно, можно пропустить 1 раз, потом 2 раз можно пропустить, а сейчас мне уже вообще трудно писать там раз в 2 дня или раз в 3 дня. Но из хорошего я сегодня сделала гимнастику и снова верну использование программы. Я использую апку на телефоне Way of Life.
И она мне очень сильно помогает тречить. То есть у меня записаны там привычки, ну, условно, дела, которые я делаю на ежедневной основе, как пью воду, там, находить 6 километров, что там еще есть, почитать, гимнастика для лица, манифестация. Вот, сейчас я пока буду идти ножками, нагуливать шаги, буду слушать свою манифестацию. Манифестацию можно сделать в разных формах. Visual board или доска желаний — это даже манифестация. Мечтание или ставить себе цели, можно сказать, что это манифестация. То, как я делаю, повторюсь, я записала свое видение на диктофон своим голосом и прослушиваю это видение ежедневно. Последнее время соскочила, чтобы не спеть. Вот. Ну в чем прикол? Когда мы ставим себе цели такие очень отдаленные, из серии «я сейчас зарабатываю $1000», а на доске желаний у меня 10 миллионов. Такая цель, она будет демотивировать. То есть бессознательно или подсознательно человек знает, что ни хрена, ну то есть он слишком далек от зарабатывания миллионов, когда он зарабатывает 1000 там, евро или долларов. Поэтому нужно ставить что-то более адекватное. Это важно, чтобы не происходило вот этой демотивации и чтобы цель была ближе, ну, ближе к себе настоящему. Потом, кроме вот этой адекватности, сейчас ищу парковочку. Кроме вот этой адекватности, важно действия совершать. Кто-то, конечно, может считать, что это не обязательно. Я считаю, что это must. Если вместо того, чтобы, не знаю, ну скажем, ты хочешь замуж выйти или парные отношения, и ты вместо того, чтобы элементарно там зарегистрироваться на Тиндере и сходить на пару свиданий, манифестируешь и ничего не делаешь, ну, условно там... Ой, это что, знакомая моя? Нет, ошиблась. Условно сидишь с подругой дома и медитируете на то, чтобы выйти замуж, но так не сработает. То есть нужны действия. Тупо 2 часа пытаюсь разобраться с роутером и с отсутствием Wi-Fi на 2-м этаже. Я так огорчаюсь, потому что мы платим херову тучу денег за то, что ни хрена не работает. И решить вообще ничего нереально. Когда я обращаюсь к провайдеру, они, во-первых, дозвониться невозможно, во-вторых, просто они футболят из одного отдела в другой отдел, и я уже и плакала, я уже и кричала, я уже и ругалась матом на английском. И сегодня в очередной раз, когда у меня гребаная коучинговая сессия, снова не работает этот гребаный Wi-Fi, и я не могу понять, в чем проблема. Мы уже и местного, ну, в смысле, русскоязычного мастера вызывали. Это какой-то пи***ц просто. Я уже отчаялась. И самый большой прикол — это то, что мы не можем этого сраного провайдера заменить, потому что у нас контракт на 2 года. И похер, что не работает интернет. То есть, как доказывать, что он не работает, я не понимаю, ввиду отсутствия, то есть, я не владею португальским, да, и та ситуация, в которой просто я очутилась, она выбивает почву из-под ног, я пользуюсь, мне необходим регулярно интернет, то есть, я работаю в интернете, и я ничего не могу с этим сделать, то есть, у меня просто связаны руки, и я бессильна. Иди, не ссы, иди.
Мы с Зарой очень любим собак, особенно чужих, потому что меньше ответственности. И мы периодически берем на передержку или в гости себе кого-нибудь. Потому что мы часто путешествуем и нет возможности завести собаку на постоянной. Вот у нас гостит такая левретка. Иди сюда. Иди, давай. Но я очень непослушный мальчик. Иди сюда. Иди, давай. Покажи. Ой, ну что, все. Тихо. Вот такой у нас парень сегодня гостит. Ну, не то чтобы сегодня, он у нас, наверное, на недельку задержится. Да? Скажи, мне нужно гулять 3 раза в день. Я люблю кушать, а еще он пристает подкаться. Это ужас просто. Это самое неудобное. Или это больше всего выводит. Ну, а в целом классный парень. Вот этот чувак сильно добавляет мотивации для утренне-вечерних прогулок вдоль океана. Вот. В общем, день сегодня не задался. Когда прям с утра такие раздражительные моменты, которые убивают. То есть я настроилась, я такая, типа, сейчас я все поделаю, и сажусь за ноутбук, и мне приходится бегать по всему дому или садиться в коридоре под роутером, чтобы обеспечить интернет. Конечно, это состояние очень сильно, мягко говоря, меняет из ресурса в полный нересурс. Потому что прошлую неделю я пыталась сделать удобным кабинет, чтобы мне здесь все было удобно, классно работать. Села и все полетело. Я более-менее сделала удобный кабинет, но при этом работать я здесь не могу, потому что именно в моем рабочем кабинете у меня нет интернета. Представьте, как это немножко огорчает. Мой сладкий. Моя сладкая левретка. Стинг. Сейчас я уже связалась с системным администратором, который обслуживает наш другой бизнес, для того, чтобы он помог решить проблему дистанционно. А я бегаю с 1-го этажа на 2-й, с 1-го на 2-й. Выдерни кабель, засунь кабель. Горит лампочка, не горит лампочка. И вот так 2 часа. Спокойно, мой сладкий. И я тебя люблю. Нет, на секс мы не договаривались. Что такое? Что? Пойду сгонять весь этот стресс и агрессию в зал. Тренер прописал делать порядка 3 литров воды в день, потому что у меня застаивается лимфа. Я делаю в лучшем случае 2. Нужно как-то с собой договориться. И сегодня нужно будет сделать закупки продуктов, потому что что-то я истощилась. У меня определенный рацион. Если я не заготавливаю продукты и не делаю закупки наперед, то получается, что я подъедаю там разные продукты, которые я не должна есть, которые выходят за пределы рациона. У меня немножко проблемы с коленом, поэтому перед тем, как идти тренить, приходится добавлять колену защиты. Вообще я хочу сегодня максимально подготовиться, чтобы завтра начать свое идеальное утро
Я 15 минут читаю, 15 минут медитирую, делаю манифестацию. Это такая специальная медитация. В общем, я написала видение того, куда я иду, потом записала его на диктофон своим же голосом. И каждое утро и каждый вечер я слушаю эту манифестацию, как бы напоминая себе, куда я иду. Ну, в общем, она строится по определенным принципам, и ее тоже нужно делать, там есть определенные нюансы. Вот. Но когда я ее делаю на регулярной основе, я классно помню и вижу свой путь. Типа вот каждый день я себе напоминаю, куда я стремлюсь, что мне важно, каким человеком я хочу стать, с чем мне важно поработать, и вижу вот эту свою точку Б. В общем, это классно стимулирует и помогает оставаться мне на пути. В общем, манифестация – это образ себя в будущем, который ты пытаешься прочувствовать и прожить в настоящем. И тогда ты уже действуешь из вот этого образа или из себя, который в будущем. Если не запутала, хотела объяснить. А у нас марафон. Перекрыли набережную. И народ бежит. От Кашкайша до Куда, до Лиссабона. Я пошла в новый зал. Он ближе сюда, на набережную. Точнее, меня пригласил мой новый друг. А я настроилась поснимать. А не могу. Проверяла только что, где припарковалась, потому что не могу найти, где припарковалась. Еще, наверное, будет уродское видео, потому что рука идет и трясется. Но зато покажу немножко округу. Я очень люблю Португалию. Мне кажется, чем дальше, тем больше. А впереди меня это душ охлаждающий. То есть там брызги воды. Сейчас посмотрим. Кто-то хочет, а кто-то не хочет. Мало кто хочет, как я вижу. Я очень не люблю покупать лишние пакеты, но все время забываю сумку. Вот. Сейчас не забыла. Не люблю покупать лишнего, не люблю брать лишнего. Мне важно и очень классно помогает, когда я придерживаюсь некого минимализма в своей жизни, когда у меня ничего лишнего в жизни. Это просто фантастика. Тогда и мысли работают в правильную сторону. В общем, порядок снаружи, порядок внутри. Здесь у меня индейка. А здесь у меня салатик. А здесь у меня собака, попрошайка. Нет. Можешь даже не мечтать об этом.
Но я все равно не верю. Спасибо. Знаешь, меня просто люди не продолжают удивлять. Вот я живу уже больше 40 лет, но удивляться не перестаю. Короче, в чем прикол? Мы заплатили чуваку 170 евро, если не больше. За то, что он нам тут как бы сделает, чтобы у нас работал Wi-Fi на 2 этаже. Я не смогла проверить, меня не было дома. Короче, работу не приняла. Прошло где-то 2 недели. Ну, то есть я мучилась, смотрела, ну, вроде бы что-то стало лучше. Но все равно проблема не решилась. Короче, сейчас вот когда я попросила помочь сисадмина и побегала 2 часа между этажами, выяснилось, что мастер, ну или по итогу ухода этого мастера, провод был воткнут в дырку для телефона, раз, и 2, не настроена Wi-Fi сеть. Вот сейчас он перенастроил, ну точнее, в общем, неважно, не был настроен корректно роутер на 2 этаже, то есть он вообще не работал. Шнурки протянуты, сопли висят по всему дому, интернет не работает на 2 этаже. И вот сейчас мы перенастроили дистанционно, я убила кучу времени и вроде бы заработала. Ну, точнее, заработала. Потому что до настройки 40 мегабит в секунду в лучшие дни, ну это же катастрофа. А сейчас показывает минимум 300 с копейками мегабит в секунду. Фух, в общем, о чем я? О чем я? О том, что это пи***ц. То есть как можно брать деньги и не закрыть задачу? Мне непонятно. И корчить из себя при этом мега специалиста.